чем секрет идеального перманентного макияжа губ? Вот эта красивая картинка, которая продает. Очень многие сегодня мастера и женщины со всего мира спрашивают у меня один и тот же вопрос. С вами Алена Пестова, и сегодня я расскажу вам, как сделать тот самый идеальнейший перманентный макияж губ в технике 3D с красивым исходником и с идеальным зажившим результатом. Сегодня поговорим про самые часто задаваемые вопросы мастеров. Как работать, чем работать, чтобы не получить огромного отека, как получать стопроцентные зажившие результаты. Сегодня об этом как раз-таки снимаем урок. Я покажу, что такое продающий результат, продающий эскиз губ для мастеров перманентного макияжа, и вы увидите его прямо сегодня в этом мастер-классе. Первое, что мы с вами делаем, это подготовка кожи, это полностью демакияж зоны. В этом случае я использую наше зеленое мыло Nice, которое очень хорошо снимает остатки макияжа, убирает излишки косметики и бережно ухаживает за кожей. Сегодня у нас с вами техника 3D, и для начала мы сделаем демакияж, далее мы подготовим кожу перед процедурой перманентного макияжа, и я расскажу, для чего все-таки нужно готовить кожу перед процедурой и как ее правильно готовить. Сегодня обо всем вы узнаете на нашем с вами мастер-классе. Так, я делаю протирание. Я люблю полностью умытую кожу, когда я делаю процедуру перманентного макияжа. Это очень важно, потому что поле-раневой канал будет открыт, и задача любого специалиста – это подготовить качественно кожу, чтобы поле, на котором мы будем работать, было максимально чистым. Поэтому я люблю такое правило – протирание до чистых вод. Эта практика, она у меня пришла из больницы, в которых я проходила практику миллион лет тому назад. И было такое понимание, что до белых вод ее протираем. Я обращаю сразу же ваше внимание на то, что у нас у резиды есть какая-то воспалительная реакция на коже. Это связано, скорее всего, с зимним временем года. И кожа у очень многих клиентов, она вот такая вот воспаленная, раздражительная, максимально шелушащаяся. Наша задача подготовить кожу, и тоже не сделать так, чтобы после огромного количества вот этих вот протираний во время процедуры перманентного макияжа еще больше не воспалилась зона, на которой мы будем с вами работать. Поэтому, девчаточки, дорогие, уважаемые коллеги, мальчишечки в том числе, я рекомендую делать это тщательно. У меня есть вот такой вот регенерирующий бальм Nice, который мы используем и как маску, и как регенератор кожи, и как уход после процедуры перманентного макияжа, который очень хорошо снимает и воспаление, и болезненности, даже синячки во время процедуры губ, которые могут нечаянно у мастеров перманентного макияжа возникнуть, особенно когда они работают длинноходным оборудованием. И эта вся история у нас очень хорошо купируется при помощи этого препарата. Я вот таким образом растираю бальм в ручках, у себя, и готовлю зону, так вот протираю, чтобы она была максимально напитана. И далее я сейчас покажу, что я буду делать, пока у нас в течение 2-3 минуток эта маска лежит на коже. И я вот так вот еще протираю губы, чтобы была тоже подготовлена, и чтобы кожа губ была смягчена. Для чего это вообще нужно? Во-первых, мы смягчаем кожу для того, чтобы нам было легко и просто работать. Очень часто у наших клиентов огромное количество корок, кожа неподготовленная перед процедурой перманентного макияжа, что очень сильно мешает мастеру пройти сквозь вот эти вот жесткие корочки и доставить пигмент в нужный слой кожи. Это очень важно для получения стопроцентного зажившего результата. Поэтому здесь именно увлажнение должно быть, питание кожи должно быть, для того, чтобы не повредить кожу, а наоборот защитить ее и подготовить перед процедурой перманентного макияжа. Я сейчас покажу вам цвет, которым я буду работать. И сегодня работать я буду на совершенно новых пигментах, которые появились у компании AP Group в палитре плотных пигментов и в пигмент Innovation. Этот цвет сегодня будет базовым для того, чтобы сделать как раз-таки тот самый плотный прокрас, а светлый мы немножечко рассветлим и создадим уникальнейший узор, который сегодня очень много продается. Для мастеров перманентного макияжа сегодня очень важен узор.
И, собственно, я вам его сегодня продемонстрирую. Вот такие вот пигменты, которыми мы будем сегодня работать. Это Медуза и Пурелла. Один очень плотный, другой для красивого узора. В окончании мы будем завершать работу, и вы увидите, как будет меняться тот самый узор, про который я сегодня говорю. Я уже подготовила, у нас есть вот такие вот подставки, сегодня буду много продавать. Вот такие подставки одноразовые, я прям заранее это сделаю, чтобы вы все увидели. Здесь у меня анестетик, которым я буду работать, первичный и вторичный, я его считаю, отношу и к тому, и к другому составу. Здесь у меня один пигмент, это Медуза, и второй пигмент у меня Пурелла. И, конечно же, Nice Balm, для того, чтобы мы с вами очень хорошо ухаживали за губами в процессе всей этой длительной, кропотливой работы, потому что сегодня я буду делать много, вкусно, красиво и доведу эти красивые губы до идеала. Поэтому я, собственно, начинаю. Я покажу вам сразу же то, чем я буду работать. Это иголки новые, которые у нас появились у компании с острой максимальной заточкой. Это Leux Mini с длиной хода 2,5. И сегодня я буду работать пикой, новой машинкой, которая с длиной хода 4,5. Покажу вам, как тоже осуществляется процесс работы. И немножечко разогрею перед стартом продаж. Расскажу, как работать длинноходом и как работать короткоходом. Как раз таки прям очень мощно поговорим про то, как не допустить отек, когда мы работаем длинноходными аппаратами. Очень важно, мы будем говорить много про штрих, про длину штриха, про резвость руки в процессе работы. Сегодня как раз таки отвечу на все вопросы. И чтобы увидеть конечный результат, ваша задача оставаться до самого конца и комментировать, нравится или не нравится. И, конечно же, задавать те самые любимые ваши вопросы. Вот таким вот образом аккуратно завожу в комиссуру и подчищаю. Аккуратными плавными движениями делаем эскиз. Эскиз лежа, он такой черновой у нас. И прямо аккуратненько растягиваю консилер. Угу. Беру все время новую порцию состава и аккуратно соединяю точки, которые я себе задала. Оп. Выворачиваю указательным пальцем левой руки, делаю доступным глазу и правой руке, в которой кисточка, поле. И таким вот образом продолжаю двигаться по крайнему ряду пор нашего клиента. Поры — это подсказки природные, которые позволят вам увидеть зону, по которой вы создадите тот самый идеальный эскиз. И таким вот образом я подкрашиваю. Я сижу сейчас сбоку от клиента и делаю аккуратные ровные скольжения руки. Вот. Прям аккуратненько подхожу, подвожу и растягиваю свой консилер по заданной траектории. И переходим вот сюда. И ровным касанием мы начинаем рисовать верхнюю губу. Угу. Аккуратно. Вот такая вот красота у нас с вами получается. Обязательно растягиваю консилер и переношу ровно вот сюда. Растягиваю, смотрю идеальность вычерченного эскиза, вытачиваю прям еще чуть-чуть форму
и смотрю симметричность своего эскиза. Смотрите, какая точность, да? И прошу нашу модель поцеловать меня на камеру. Еще. Угу. Угу. Там, где мы видим вот эти вот неровности, мы можем еще разочек пройтись, да, по ним. Соединить прям и довести до идеала. Угу. Соединяем комиссуру вот таким вот образом, так, чтобы у нас была красота. Вытачиваем до идеала. Опа. Смотрим. То, что получаем, красоту. Прям вытачиваем. Здесь вот тоже соединяем так, чтобы было ровно и идеально. Заход прям туда вовнутрь в комиссуру ровный. Расслабляем. И тоже так же здесь. Я сейчас тихо прям наслаждаюсь процессом, поэтому я пока не комментирую, потому что здесь, как говорится, дышать невозможно, когда ты чертишь красоту. И еще прям аккуратно прохожу, так, чтобы вы видели прям все тонкости эскиза. Я хочу его заснять сейчас, процесс прорисовки. И мы переходим к самому важному этапу в перманентном макияже. Это фиксация контура. И, конечно же, далее перманентный макияж, имплантирование по всей поверхности губ. Мы подготовили эскиз. У меня в руке машинка Leux Mini, игла 0,25, острая заточка, игла картридж. Я подготовила пигмент и, собственно, я сейчас буду начинать. У меня идеальный эскиз, скорость на блоке 6,0. И я, смотрите, начинаю с нижней губы. Это очень важно, потому что я не потеряю таким образом контур. Я делала это всегда и продолжаю делать это сейчас. Так как пигмент у нас очень концентрированный и насыщенный, я буду делать очень слабые касания на кожу и очень короткие штриховые движения для того, чтобы перевести этот контур. Контур прям очень важно дышать очень аккуратно. Я, смотрите, каким образом держу иголочку, да, я вот не отсюда держу, я буду делать мелкие движения, поэтому спускаюсь максимально на картридж, держусь за его место возле окна и начинаю переводить. Дыхание зафиксировала и пошла. Поставила маленький пальчик и начала движение. На счет 1, 2 и 3. 1, 2 и 3. 1, 2 и 3. Движения очень аккуратные. Сильно не нажимая на кожу, все замечательно. И продолжаю движение. Штрих у меня длиной примерно 0,5 мм. Я делаю это очень аккуратно. Посмотрим, каким образом у нас вообще идет фиксация. Нужно ли поменять нажим или оставим его так же. Вот я протираю и вижу контурная линия идеальнейшая просто внутри. Тонкая, то есть мне не нужно вот эту вот линию контурную, дико контурную, да, я понимаю, что у меня все замечательно, я делаю такой очень классный ништяковый момент здесь. Зеленым мылом я смочила ватную палочку и беру прям на кончике анестезию, вот так вот смачиваю и протираю сразу же, чтобы у меня в процессе работы очень ярко показалась контурная линия.
И продолжаю движение, и у меня начнет работать анестезия. Вот. Я аккуратненько это дело все подтянула к себе и поехала. Еще разочек смотрим то, что мы получаем, да? И вот так вот протираем. Обязательно глазу нужно подтверждение того, что все замечательно, все хорошо, и мы зафиксировали, и мы ничего не потеряли. И прям так же продолжаем движение. Leux Hard — это у нас 2.0, и он жесткий. А вот эта машинка, которую вы сегодня в общем чате обсуждали, это Leux Mini, который тоже оставляет очень красивую контурную линию. У него длина хода 2,5. Он чуть-чуть помягче, но он тоже резвенький максимально. И протираю еще разочек. Сантиметр прошли, еще раз подтерли, посмотрели, все ли здорово или чего-то не хватает. Я призываю всех мастеров перманентного макияжа, особенно начинающих, сделать 1 сантиметр хода, провести контурную линию, посмотреть, определиться, все ли хорошо и все ли ровно, и только потом продолжать движение. И я также подтягиваю и поехали далее. Сильно кожу я не натягиваю, как барабан, но натяжка все-таки присутствует. Вот сейчас я иголку держу 90 градусов. Есть несколько вариаций того, как вы будете переводить контурную линию. Сейчас покажу еще один очень здоровский форматик. Угол наклона будет немножечко другой. И таким вот образом я выворачиваю иголку, наклоняю тело картриджа на себя, наклонили и пошли под углом, под небольшим. Под углом можно работать тогда, когда вы проходите какие-то труднодоступные места. Особенно вот эта центральная часть, она чаще сложная у нас очень. И вот смотрите, я поменяла угол наклона и обращаю ваше внимание, насколько ярче стала линия. Это свидетельство того, что от угла наклона зависит очень многое. Уважаемые дорогие мастера, и первая ваша ошибка — это несоблюдение угла наклона. Если вдруг вы поставили иглу неправильно, неровно, то имейте в виду, у вас может быть партак. Поэтому очень важно соблюдать угол наклона и помнить о том, что угол наклона играет прям такую довольно-таки главенствующую роль в получении красивого перманентного макияжа. Вот. И можно продолжить тем же самым нажимом, так вот аккуратно. Я также очень сильно призываю к тому, чтобы вы натягивали в этой зоне кожу не вдоль, а поперек. Вот так. Обращаю ваше внимание, что я держусь за кожу губ 2 пальчиками и растягиваю кожу не вот таким вот образом, а раскрываю этот канал, попадаю в устье и продолжаю движение. Если у вас перманентный макияж губ в довольно-таки яркой технике, можно делать контур ярче, можно делать контур светлее, кому как больше нравится. Если вы плохо видите, то можете понасыщеннее пройтись. Ну, собственно, здесь ошибок никаких нет. Самое главное — соблюдать угол наклона, чтобы, еще раз повторюсь, сильно не законтурить. Очень аккуратно. Ваша задача только зафиксировать зону.
довольно-таки средний вольтаж у нас. И здесь движения кисти руки могут быть очень медленные. Это тоже будет быстрее помогать вам имплантировать пигмент. Вот, обращаю ваше внимание. Я все так же в процессе работы продолжаю наносить анестетик, да, чтобы у нас вся эта красота проявлялась. Продолжаем. Опа, поставили. Можно фиксировать ватным диском с двух сторон, да, можно вот так вот подтягивать, чтобы не вляпаться указательным пальчиком. Вот так вот подтянули и пошли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. И закончили. Убираем излишки ваты. Давайте проговорим про работу на нижней губе. И очень часто мастера перманентного макияжа почему-то не могут сработаться на углах губ. Дальний угол чаще не прокрашенный, и ближний угол тоже не получается красить. Здесь я что могу сказать? Во-первых, можно менять углы наклона раз, можно длительное время выстаивать на этой зоне, да, для того, чтобы у нас пигмент все-таки имплантировался более ярко и более насыщенно. Но я не рекомендую делать сильные нажимы, потому что эта зона все-таки одна из самых тончайших зон. Здесь можно заглубиться раз. Здесь можно наделать пятен. Если вы сильно перетянете эту зону, то может быть момент такой, что у вас просто уедет угол, и это будет некрасиво, несимметрично, и ваш рисунок поедет в разные стороны. Поэтому вот эти правила, они помогут вам здорово отработать и как бы сделать правильный перенос контура. Ведь контур является самым главным и ключевым моментом в работе с губами. Если где-то что-то у вас не дозафиксировалось, мы к этому обязательно вернемся. И вот здесь вот я еще чуть-чуть прям прохожу, подворачиваю губу, маленьким пальчиком вот таким вот образом фиксирую край и скольжу. Еще раз забираем пигмент и поехали. То есть вот о чем как раз-таки ключевой момент, это стоять также очень поверхностно по этой зоне на губе, но выстаивать более длительное время для того, чтобы фиксация прошла на ура. Я протираю и показываю вам, насколько хорошо у меня зафиксировался край. Все видно, все замечательно, да? Нигде вообще капельки не заглубилось. Вот. Там, где нужно будет, я еще раз затрону эту зону, зайду и проработаю после анестезии. 3 ключевых еще, кстати, момента. Это угол первый, угол второй, дальний, ближний и центральная часть. Центральная часть слабо прокрашивается, потому что чаще мы выходим прямо буквально на одну пору. И мы с вами знаем, что фиксация контура на коже и на красной кайме губ, она абсолютно разная. Поэтому ваша задача все-таки вот центральную часть тоже дорабатывать. Тут тоже можно замедлиться, и будет прям результат. Я сделаю следующий момент. Я протру все излишки, перепроверю себя. Вот этот вот бардачок, который я себе здесь устроила, я подчищу, да, вот так вот таким вот образом. Вы видите, что контур довольно-таки замечательно зафиксировался. Я беру анестетик и по всей губе наношу его. Не густо, спокойно. Анестетик Nice, он работает и на поврежденную поверхность, если речь идет о губах, и на неповрежденную поверхность. Поэтому имейте в виду. В процессе работы я вас сегодня познакомлю с новым составом. Это выбеливающее средство, аналоговое Акуматилу. Сейчас будет очень важный момент. Это перенос вот центральной части. Ключевая ошибка мастеров, они перетягивают губы, и поэтому у них иногда бант уезжает в разные стороны. Давайте я продемонстрирую, каким образом буду делать это непосредственно я. Очень важно, это рабочее поле, на котором вы будете работать. Давайте начнем даже не с угла, а давайте начнем с середины губы, и я покажу фиксацию, и можете потом домой спать пойти. Вот это вот наивысшая точка, это
самая низкая точка, еще одна наивысшая точка. Вот до наивысшей точки дальней губы, буквально отступя 1 сантиметр, начинаю фиксацию. И обращаю ваше внимание, я тихонечко мизинчиком подворачиваю себе зону и начинаю двигаться. Раз. Очень должна быть аккуратная линия. Обращаю ваше внимание, никакой натяжки. Натяжка только поперечная. Чтобы эскиз не уехал, задача каждого мастера сохранять этот эскиз в неизменном виде. То есть перетянете, все, она у вас уедет однозначно. Поэтому будьте аккуратны и двигайтесь прям медленно. И натяжка вот такая, пальчиками. И протираю и показываю, что я там получила. Опа. Все замечательно, все на месте. Продолжаем движение. Эскиз есть, эскиз на месте. Вы можете сильно сейчас его не видеть, но это не говорит о том, что его нет. Он есть. Очень важный момент, который я сейчас хочу сказать, это стоять на длительное время на центральной части, на самой нижней границе, для того, чтобы этот бант тоже у вас не уехал. Вы должны каждый миллиметр, каждый волосок своего пути зафиксировать, и чтобы он был читаем вашему глазу. Это очень важный момент. Я стою на месте на счет 1, 2, 3. Никаких крестиков я здесь не ставлю. Я двигаюсь дальше. Давайте посмотрим то, что мы с вами получаем. Сразу же, да, наношу анестетик, чтобы увидеть, где у меня зафиксировалось, а где нет. И продолжаем движение. Еще разочек. Еще раз повторюсь, если где-то есть перерыв, это не страшно. Главное, чтобы вы видели все, что вы получаете. И также на счет 1, 2, 3 продолжаем двигаться вниз, а потом перейдем к дальней стороне и зафиксируем дальнюю сторону. И мы тоже видим легкую фиксацию. Но здесь я еще раз повторюсь, я сильно не стараюсь внести пигменту очень насыщенно и очень ярко, потому что длинноходные машины, во-первых, если ими работать, они могут привести к чрезмерному отеку и к сильным заглублениям, поэтому веду себя крайне аккуратно. В процессе вот сейчас, чтобы подснять все средства, которые у нас остались на коже, я опять наношу наш с вами баль. Делаю легкие втирания, убираю излишки косметики, которая осталась, косметики и пигментов. Я вот так вот аккуратно наношу опять анестезию и доделываю контурную линию в тех местах, где она прервалась или стала ярче. Я захожу сюда и прям аккуратненько доделываю до идеала, его завершаю. Здесь у нас все хорошо. Я снизила вольтаж до 3,4 на блоке. Смотрите, что я делаю. Трюк. Я высушиваю губы, чтобы губы стали сухими, для того, чтобы я могла пальчиками зафиксировать их. Спокойные движения кисти руки. Такие вот не слишком длинные. Я слышу звук кожи. И я начинаю двигаться в две стороны, очень спокойно, очень аккуратно.
не спеша. И я вижу, как у меня хорошо, аккуратно выделяется сукровица. Движение мы делаем в две стороны. Каждый штрих наношу друг на друга. Давайте пусть будет первый проход 50 на 50. Так как это очень интенсивный яркий цвет, здесь как бы сильно-то не переборщить бы еще. Очень аккуратно. И продолжаем двигаться по сухой коже. Опять на счет 1, 2, 3. Подходим к контуру. И я прям аккуратно скольжу. Очень важное правило: сильно на пигментом не давить на губы, да, иначе это может привести к изменению цвета, он будет очень холодный. Поэтому старайтесь прям аккуратно это делать. И вот я еще разочек подтираю, да, и мы видим с вами еще цвет. Не рву, не скольжу. Пигмент и так замечательно заходит в кожу. На контурной линии я стою чуть дольше. И вот так вот выкачиваю. Подтираем, убираем, подбираем. Смотрите, какой красивый цвет пупа 004 у нас выходит, действительно. Это всего лишь один проход. Здесь не нужна дикая, прям чрезмерная яркость. Я уголки в последнюю очередь подкрашу, девчат. Я люблю так делать. Ну, как бы это не ошибка, это мой выбор, поэтому вы можете сразу же их докрашивать. Кому как больше нравится. Кто-то с углов красит, кто-то наоборот. И вы видите, как пигмент идеально имплантируется под кожу, в кожу. Вы видите, что я вообще практически, да, ее не касаюсь. Я делаю медленные движения, скользящие по коже. Здесь и так все хорошо. Да, у Резиды идеальные губы свои. Я обожаю такие губы. Они и текстура у них не рвется, и замечательно все, в принципе, выглядит по рисунку. Да, вот смотрите. Видно, да? Я думаю, что уже видно, насколько с одного прохода у нас уложен пигмент. Как это красиво, да? Я сейчас расскажу. Я сейчас делаю проход просто равномерный основным цветом медузой. Я обращаю ваше внимание, что когда мы работаем пигментом медузой, и я, кстати, не делаю прям такой плотный закрас, просто аккуратно, очень спокойно я хожу по губам, вот так вот. Если очень плотно отработаете, они действительно могут быть очень холодные, ну как вот прям я люблю красить губы, да. Обращаю внимание, тоже часто сильно прям я не перетираю. Вот прям отработала, потом хлоп, подтерла, да, и опа, красиво очень. Медузу, если делать в технике 3D, можно после 2 проходов уплотнять уже потом контур и приконтурное пространство. Но первые проходы, они у нас такие лайтовые, спокойные, не плотные, такой средней плотности, да, девчат. Самое главное, важное, это подложка. Если подложка равномерная, дальше, ну, как говорится, все по маслу будет. Опа, опа. Это всего лишь один проход, мои хорошие. И я, смотрите, закрываю угол, тоже подтягиваю его, да, и вот такими вот аккуратными движениями. Посмотрите, какая просто мяу красота. Прежде чем я перейду на верхнюю губу, я вот бальмиком таким вот образом прохожу. Не пленку, да, наношу, как раньше это было, а закрываю бальмом.
Бальм, он как раз-таки создает своего рода безвоздушное пространство, да даже не безвоздушное, он закрывает и не дает высыхать анестетику. И вот сейчас мы уже переходим на верхнюю губу и делаем те же самые стандартные движения штриха. Давайте назовем его маятником. В две стороны туда и обратно. Скорость движения кисти руки умеренная. Можно чуть-чуть посильнее нажать в этом углу. Обращаю ваше внимание на то, что вот сейчас мы проходим, практически не выделяется сукровица, анестезия лежит, все замечательно. Захожу вовнутрь, могу прокрасить сразу же. Штрих аккуратный 50 на 50. И обращаю ваше внимание на то, что важно в этот момент, конечно же, выстоять и доработать дальний угол губы. И продолжаю движение. Стираем. И посмотрим, какой результат мы получили. Здесь нажим был, обращаю ваше внимание, чуть-чуть менее насыщенный. И вот сейчас я специально сделала таким образом, для того, чтобы вы увидели, что нажимы могут быть разные, от этого зависит степень прокраса. Нажимаю сейчас на губы насыщеннее, больше, сильнее. И обращаю ваше внимание на то, что появляется сукровица более объемная. Это свидетельство того, что я погружаю кисть руки чуть глубже в кожу губы. И сейчас еще один проход сделаем и протрем наши красивые губки. Давайте посмотрим, как выглядит. Ох, красота! Ну все, поехали. Класс! Итак, мы закончили 1,5 прохода по губам в той же самой технике, довели их до плотности. Обращаю внимание, что мы работаем в технике плотной, при этом мы не получаем объемных губ, отеков, сукровицы, рваной кожи, травмированной поверхности, нет синяков, все очень аккуратно. Это, собственно, моя любимая техника, давайте назовем ее авторской. Мы обучаем наших тренеров и мастеров, которые обучаются у нас на базовом курсе в Казани и в Москве в моей технике. Вы можете легко пройти обучение, да, получить новую профессию. Это всегда очень здорово, потому что я за максимально четкое обучение, профессиональное обучение. У нас даже базовики приходят, когда отрабатывают первую работу, у них получаются такие губы, потому что рука поставлена, все четко, максимально, потому что мои техники, тренеры передают эти знания от первого лица. И обращаю ваше внимание, да, насколько красивый узор, про тот узор, который я говорила, это очень красиво. Пройти обучение можете, мы оставим ссылочку в этом видео, получить новую профессию или пройти курс повышения квалификации. Также вы можете приобрести оборудование, на котором мы сегодня показываем, так как наша компания является производителем данного продукта. Вот, с радостью встретим вас в обучающих центрах в Казани и в Москве. И вот сейчас я буду завершать уже практически работу. Я сейчас еще раз уплотню контур и приконтурное пространство более детально, точечно, и вы посмотрите, каким образом я это делаю. Вот. И в завершении я пройдусь еще одним цветом. Цвет называется Purella, о котором я говорила ранее. Оставайтесь, и вы увидите тот результат, который мы получим в самом конце. Сейчас я отработаю прям аккуратно контурную часть. Контур и приконтурное пространство. В первом проходе мы наблюдали с вами сукровицу и выделение кровяной росы. Вот сейчас уже абсолютно сухая работа. Я работаю очень аккуратно. И практически не выступает кровь в процессе имплантирования пигмента. Я, кстати, нанесла после 1,5 проходов сосудосуживающий препарат. Он называется тоник. Он дает очень хорошее сосудосуживающее действие. И наши клиенты после процедуры перманентного макияжа будут выглядеть прям абсолютно как в выходной день. Абсолютно процедура выходного дня. Все очень аккуратно, щадяще и
уплотняю контурную линию, тем самым создаю объем, выделяю контуринг и даю как раз-таки вот этот вот объемный рисунок на губах. У меня очень много сегодня учеников обучаются в этой технике, и курсы есть и на русском, и на английском языке. У нас прям этот новый тренд, который я оживила, находится максимально в топе сегодня. И вот эти пигменты, которые я также сегодня показываю, они прям максимально подходят под эту технику. Поэтому вы можете заказать, попробовать и кайфануть. Вот смотрите, сейчас, когда мы доработали и довели до идеала технику и, кстати, создали эти пигменты, которые хорошо, легко имплантируются, консилер практически не нужен для того, чтобы показать, да, вот эту вот красоту и точность рисунка. Это максимальная красота. Я вот чуть-чуть еще уплотняю, чтобы у меня получился как раз-таки тот самый красивый градиент, модная техника, четкая, плотная, графичная контурная линия и красивая растушевка в центральной части губ. Все это делаю абсолютно легкой рукой. Я не нажимаю, не давлю на кожу, не делаю резких движений. Прям практически атравматично прохожу по клиенту и обращаю ваше внимание, насколько точно и плотно у нас получается. И уплотняем углы, доводим их до логического завершения. Вот так вот, таким вот образом я выворачиваю эту часть. Угол наклона меняю у машинки так, чтобы он был 90 градусов, чтобы мы не заглубились и не наделали пятен. Вот. Также вытираем аккуратно. И те же самые движения. Аккуратненько подтягиваем и уплотняемся. Обращаю внимание, как точно, да, выглядит контуры, приконтурное пространство. Ну просто. И какие там консилеры, тут вообще абсолютно ничего не надо. Вообще все супер. Вот эту вот зону единственное прям тоже до идеала доводим, прокрашиваем. Можно микродвижением проделать. И вот так вот растушевываем, скрашиваем. И получаем точность, которой нам не хватало. Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами сделаем очень красивый момент. Я сейчас беру пигмент Purello и обращаю ваше внимание на то, что я буду сейчас работать в слизистой и глубоко в углах губ, чтобы у нас при заживлении не оставалось съеденных участков. Вот так вот я подворачиваю верхнюю губу, фиксирую двумя пальчиками и глубоко в слизистую захожу. Что я хочу здесь важного сказать вам. Я очень много изучала и строение губ, и мы смотрели всю эту историю под микроскопом. И я хочу сказать о том, что слизистая внутренняя часть губ, она у нас гораздо толще, чем комиссура, чем красная кайма. Поэтому очень важно хорошо прорабатывать эти участки, хорошо натягивать участки и вот таким вот образом имплантировать пигмент. И также слизистая, смотрите, я подворачиваю, сомкни ротик. Прошу клиента сомкнуть рот, чтобы было натяжение по 3 сторонам. И мы пошли. Еще разочек. Прям аккуратно, спокойно. Я прорабатываю внутреннюю слизистую губы, делая ее более яркой, более насыщенной, так, чтобы не было вот этих бортов, да, вот, ну, отдельных, чтобы не было недокраса, чтобы не было вот этого эффекта съеденной помады. Слизистая часть должна быть доработана очень хорошо, поэтому мы выворачиваем таким вот образом губы, да,
чтобы при разговоре у клиента, ну, действительно не было ощущения того, что там где-то недокрас. И захожу глубоко в слизистую. Вот. И аккуратно прокрашиваю ее. И видно, как мы прокрасили, да. Клиент может поговорить с вами, да, рассказать что-то. И вы увидите, что при открытых губках, при разговоре, ну, нет вот этого белесого внутри оттенка. Вам легко прорабатывать эту зону, потому что вы правильно натягиваете ее. Вот прям хорошо также угол оттянули и зашли во внутреннюю часть. И прям вот таким вот образом, сейчас я покажу, подтянули и по диагонали разложили пигмент. Не стоит делать прям каких-то диких, широких, длинных движений. Достаточно аккуратного штриха в 1 буквально сантиметр. Угу. Очень важно эту зону отрабатывать под углом 90 градусов, потому что если вы будете держать вот таким вот образом машинку и пытаться зайти во внутреннюю часть, единственное, что вы сделаете, особенно если будете работать плотными пигментами, пластилиновый прокрас вы получите от неправильного угла, вот это вот боковое сечение происходит, и получается не очень красивое и неровное наложение, которое явно не украсит вашего клиента. И вот обращаю ваше внимание на то, какие красивые губы у нас получились. Как вам результат, дорогие друзья? Нравится или нет? Пишите в комментариях. Я вас очень сильно крепко обнимаю, целую. С вами была Алена Пестова. До скорых встреч на следующих занятиях. Пока-пока.